Как правильно убить вампира? Правда ли, что древние люди пользовались антибиотиками, и как изменить историю всего мира? Об этом и многом другом в этом выпуске. Троя. Одно из самых значимых археологических находок, которая принесла новое знание и изменила представление о прошлом, является раскопка Трои. Это древний город, упоминаемый в греческой мифологии и гомеровском эпосе Илиада. Считалось, что он был выдуманной легендой. По мнению Гомера, это был город, участвовавший в Троянской войне и разрушенный греками. Однако в 1870-х годах немецкий археолог Генрих Шлиман обнаружил руины города и раскопал несколько его уровней. В каждом уровне археологи нашли различные сооружения, предметы и артефакты. Наиболее известными находками были стены города, дворец, сокровища из золота и серебра, оружие, украшения и скульптуры. Важным аспектом раскопок было то, что они помогли ученым понять историческую хронологию Трои и ее связь с другими древними цивилизациями. Это поспособствовало разработке новых теорий относительно Троянской войны и подтверждению того, что легендарный город из Илиады фактически существовал. Венецианский вампир. Сегодня каждый ребенок знает, что для того, чтобы убить вампира, нужно всадить ему осиновый кол в сердце. Но сотни лет назад это не считалось единственным методом. Позвольте представить вам древнюю альтернативу. Кирпич в рот. Ну а что, подумайте сами. Как лучше всего заставить вампира не пить кровь? Конечно же, забить ему рот цементом до отвала. Череп, который вы сейчас видите, был найден археологами на окраине Венеции в массовом захоронении. Если же серьезно, то в 1485 году средневековая Венеция стала жертвой бубоновой чумы. Исходя из этого, некоторые археологи предположили, что во время эпидемии венецианские могильщики раскопали в очередной раз массовое захоронение, чтобы сбросить туда новые трупы, и обнаружили там тело с признаками вампиризма, раздутые, но не разложившиеся тела, сохраняющие гибкость членов, с растущими ногтями и волосами и полной крови утробой. Можно ли найти этому рациональное научное объяснение? Оказывается, можно. Людям того времени не были знакомы все стадии разложения тел. Они привыкли иметь дело либо с окоченевшими трупами свежих покойников, с неизменившимся существенно обликом, либо уже с отбеленным временем костями скелетом. Когда могилы вскрывались спустя несколько лет, во время массовой гибели людей от чумы, приходилось регулярно вскрывать братские могилы и находить трупы на разных этапах разложения. В отчетах комиссии, которая занималась телами подозреваемых в вампиризме покойников, как раз описаны те стадии, что известны современной судебной медицине. Видимо, эта находка носила психологический характер и была вызвана недостатком знаний и страхом перед мертвецами. Каким был Тутанхамон? Чтобы взглянуть на следующее открытие, нам придется перенестись в Египет, ведь именно там ученые воссоздали облик одного из самых известных египетских фараонов – Тутанхамона. Того самого, чья погребальная маска, хранящаяся в Каирском музее, стала наиболее узнаваемым артефактом египтологии. Оказалось, что тем самым могущественным и величественным правителем был хромой юноша с неправильным прикусом и аденоидным типом лица. Именно так, оказывается, выглядел Тутанхамон, правивший Египтом в несколько тысяч лет назад. В результате исследования выяснилось, что Тутанхамон был ребенком брата и сестры. Возможно, именно это поспособствовало его смерти в возрасте 19 лет. Озвучивались и другие версии смерти Тутанхамона, от убийства до заражения крови в результате открытого перелома ноги при падении с колесницы. Однако последние исследования свидетельствуют о том, что Тутанхамон мог умереть от тяжелой формы малярии, возбудители которой были обнаружены в его теле в ходе ДНК-анализов. Этот вывод подтверждает и присутствие в гробнице Тутанхамона лекарственных снадобий для лечения малярии. Кстати, это открытие объясняет тот факт, что в его гробнице были найдены многочисленные трости. Древние антибиотики. Относительно недавно ученые обнаружили, что антибиотики использовались людьми задолго до открытия пенициллина Александром Флемингом в 1928 году. Уже 2000 лет назад древние нубийцы, жители области, находившиеся на территории севера современного Судана, употребляли тетрациклин. К такому выводу пришли антропологи и медицинские химики из университета Эмори, Джорджия, США, проводившие химический анализ костей древних нубийцев. Но откуда древние люди могли получать антибиотик? Возможно, источником тетрациклина было пиво.
Дело в том, что злаки, из которых сбраживалось будущее пиво, содержали бактерии стрептомицеты, способные производить тетрациклин. Было ли загрязнение пива тетрациклином случайным свойством нескольких его партий, или же бактерии добавлялись в смесь для брожения намеренно? Доказательством этой теории служит тот факт, что кости буквально насыщены тетрациклином. Нет сомнений, что люди потребляли его в течение длительного времени, но с другой стороны, некоторые ученые считают это вполне достаточным, чтобы утверждать, что древние нубийцы владели наукой управляемого брожения, а целью его была именно выработка лекарства. Ведь даже берцовая кость и череп, принадлежавшие 4-летнему ребенку, содержали достаточно много тетрациклина. Видимо, препарат давали детям, чтобы защитить их от заболеваний. Лично мне версия с пивом кажется немного недостоверной, ведь тогда получается, что еще с раннего детства этого ребенка поили пивом. В любом случае, жду в комментариях ваше мнение на этот счет. В 1996 году ученые обследовали небольшую, примерно 60 метров в высоту, гору Байгуншань в китайской провинции Циньхай и обнаружили в земле порядка 20 труб диаметром от 2 до 40 сантиметров. Казалось, что трубы эти были искусственными и намеренно кем-то проложены. Их изучили и обнаружили высокое содержание оксида железа, диоксида кремния и окиси кальция. А возраст артефакта оценили в более чем 5000 лет. И все бы ничего, но в Китае в указанный период еще не умели выплавлять железо. Ну ясно, решила местная пресса. Это сооружение инопланетян. Вскоре на дорогах появились указатели к инопланетным объектам и памятник пришельцам. А местные власти были только рады наплыву туристов и всячески поддерживали такую версию появления труб, названных по месту обнаружения байгунскими. Но тут пришли ученые и опять все испортили. После детального исследования находки они установили, что трубы естественного происхождения. Это доказывается структурой материала, а получились они из деревьев, которые завалило осадочными породами. Потом стало заливать водой, богатым железом, которое и создала между стволом и породой металлическую оболочку. Средневековый корабль. В Эстонии во время раскопок в окрестностях Таллина нашли обломки средневекового торгового корабля. Судно обнаружили около городского порта, рядом с устьей бывшей реки Харебья, которую в 19 веке, начало 20 века постепенно засыпали. Анализ корабля показал, что его построили в 1298 году. По словам ученых, это было крупное торговое судно длиной 24 метра. Его построили из массивных дубов, бревен и досок. Они также нашли шерсть, которой заполняли пазы между досками, остатки инструментов и кожаной обуви. Это было одномачтовое судно с прямым парусом и плоским днищем, которое могло проходить по мелководью и легко управлялось небольшим экипажем. Такие корабли называли когами. Их использовали для торговли на Балтийском и Северном морях. Мамонт Юка. В Якутии можно найти множество интересных вещей. Самой большой сенсацией последнего времени стал мамонтенок, погибший около 34 тысяч лет назад на берегу моря Лапчевых. Молодую самку назвали Юка в честь внучки главы общины юкагиров, члены которой наткнулись на тушу летом 2010 года. Она сохранилась прекрасно, с мягкими тканями, бивнями, светлой шерстью, хоботом, мозгом и даже отметинами когтей древних пещерных львов. Все это помогло ученым выделить пусть и частично ДНК. Уникальность находки заключается в том, что сохранились даже мягкие ткани и шерсть, которая имеет свойственный детенышам шерстистого мамонта рыжий оттенок. Хорошая сохранность тела животного объясняется тем, что оно постоянно находилось в зоне вечной мерзлоты. На шкуре животного обнаружены следы от когтей и зубов хищников, а также ровные разрезы, оставленные древними людьми. Предполагается, что охотниками были изъяты часть жира и мяса, а также некоторые кости. Также впервые ученые получили в распоряжение столь хорошо сохранившийся мозг ископаемого животного. Розетский камень. Розетский камень – это археологическая находка, которая имеет огромное значение для разгадки египетского письма и древнеегипетской истории. Этот камень был обнаружен в 1799 году во время французской экспедиции в Египет под руководством Наполеона Бонапарта. Это билингвальный текст, который содержит надписи на 3 письменностях – древнеегипетской в виде иероглифов, дематических, народно-египетской и греческой. Этот текст был запечатлен как указ при посвящении храма в Египет и освящении
фараона Птолемея V. Значение розетского камня заключается в том, что греческий текст на нем позволил ученым дешифровать иероглифическое письмо Египта. До этого момента иероглифы были нечитаемыми символами, и поэтому знания о древнеегипетской культуре и истории были ограничены. Благодаря розетскому камню лингвист и филолог Жан-Франсуа Шампальон смог установить параллели между греческими и египетскими текстами и расшифровать иероглифы. Его работа открыла новую эпоху в изучении иероглифической письменности и позволила ученым прочитать и понять множество древнеегипетских текстов и документов, включая папирусы, стелы и храмовые надписи. Розетский камень стал фундаментом для изучения древнеегипетской истории, религии, литературы и других аспектов египетской культуры. Он открыл множество новых возможностей для исследования Египта и позволил ученым получить глубокое понимание этой великой древней цивилизации. Сам розетский камень находится в Британском музее в Лондоне и продолжает быть одним из самых ценных археологических артефактов в мире. Он является символом важности расшифровки иероглифического письма и продолжает вдохновлять исследователей и археологов в их работе по раскрытию тайн истории древних цивилизаций. Конечно, существуют и другие археологические находки, которые имели выдающееся значение для истории мира. Особенно важно понимать, что эти находки сами по себе не изменяют историю, но они дополняют и расширяют наше понимание прошлого и помогают с формулировкой новых исторических теорий и гипотез. Но в комментариях напишите, что из этого выпуска впечатлило вас больше всего, или вы, может быть, с чем-то не согласны. А если же вам было интересно, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.